Вечер в Сиэтле был холодным и влажным. Небо поливало город моросящим дождем, а мостовые сверкали в свете уличных ламп. Высотное здание из стекла и бетона отражало неон вывесок и редкие автомобили, спешащие домой. В своем кабинете на верхнем этаже задержался руководитель корпорации Майкл Джонсон. Его жизнь давно превратилась в бесконечный цикл совещаний, электронных писем и стратегических планов. Дом для него стал просто местом, где можно переночевать в одиночестве. Когда он, наконец, покинул офис, внимание привлекла хрупкая фигурка у входа. Девочка лет 5 стояла под дождем в легком платьице, ее волосы спутывал ветер. Она протянула руку, и ее тонкие пальцы оказались ледяными. Но взгляд был удивительно серьезным, совсем не детским. Звали ее Эмили. Она сказала, что ждет маму, работающую в этом здании, и что ей нужна улыбка. В тот момент Майкл ощутил странное пробуждение. Он понял, что за каждой должностью и каждой фамилией в его компании скрывается человеческая история. Немного погодя из здания вышла ее мать, усталая женщина по имени Джессика, простая сотрудница одного из отделов. При виде дочери ее лицо озарилось улыбкой, и именно эта улыбка словно перевернула внутренний мир Майкла. На следующий день он принял решение изменить корпоративную культуру. В компании появились новые программы поддержки сотрудников, возможность работать по гибкому графику и внимание к семейным ценностям. Атмосфера постепенно изменилась, на рабочих местах стало больше радости, а в коридорах все чаще раздавался смех. Для Майкла встреча с маленькой Эмили стала судьбоносной. Она показала ему, что бизнес – это не только цифры и отчеты, но прежде всего люди. С тех пор на его рабочем столе лежали детские рисунки, а собственная жизнь обрела тепло, которое он давно потерял. Иногда он возвращался мыслями в тот вечер и понимал, все началось с маленькой руки, протянутой под дождем в темном городе. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.